В один из холодных зимних вечеров в городе Чикаго, где улицы окутаны ветром с озера Мичиган, молодая женщина по имени Эмма шла по скользкому тротуару, держа на руках своего полуторагодовалого сына Лиама. Одетая в поношенное пальто и потертые ботинки, она крепко прижимала малыша к себе, стараясь укрыть его от ледяного ветра. В ее кармане лежали последние $40, все, что у нее оставалось. Эмма направлялась в ближайший супермаркет, чтобы купить подгузники и немного детского питания. Она знала, что после этой покупки у нее не останется ни цента, но выбора не было. Работу она недавно потеряла, владелец кафе, где она подрабатывала, закрылся из-за финансовых трудностей. Жили они в старом подвале с протекающими трубами, и хозяйка уже намекала на выселение. В магазине Эмма долго стояла перед полкой с подгузниками, считая копейки и стараясь выбрать самый дешевый вариант. Она чувствовала на себе взгляды других покупателей, но пыталась не показывать эмоций. Когда она подошла к кассе, за ее спиной остановился высокий мужчина в элегантном пальто. Он наблюдал за ней, не вмешиваясь, но с явной заинтересованностью. Этот человек — Джонатан, миллиардер, инвестор и владелец нескольких крупных компаний. Он приехал в магазин случайно, по дороге навстречу его водитель заехал за бутылкой воды. Но увидев Эмму, Джонатан задержался. Что-то в ее взгляде, в ее движениях, в том, как она заботливо держала сына, зацепило его глубоко внутри. Он подошел к ней уже на выходе. Спросив у водителя, узнал, где она живет. На следующий день он отправил к ней своего представителя с предложением, которое изменило ее жизнь. Эмме была предложена работа горничной в одном из домов Джонатана в пригороде, уютном, безопасном районе. Помимо достойной зарплаты, ей предоставлялось бесплатное жилье на территории, отдельная квартира, полностью обустроенная и теплая. Для Лиама была нанята няня, чтобы Эмма могла работать, не беспокоясь за сына. Медицинская страховка, еда, детские вещи – все оплачивалось. Сначала Эмма не могла поверить, что это не розыгрыш, но все оказалось правдой. Джонатан, хоть и редко появлялся лично, следил за ее успехами и убедился, что о ней действительно заботятся. Эмма оказалась трудолюбивой, аккуратной и благодарной. В новом доме ее уважали, а Лиам быстро привык к уюту, теплу и заботе. Со временем Эмма поступила на вечерние курсы бухгалтерии, Джонатан оплатил и это. Спустя год она получила должность помощника администратора в одном из офисов компании. Она больше не чувствовала отчаяния и страха за завтрашний день. У Лиама была стабильность, детский сад и улыбка на лице. Эмма никогда не забудет тот день в магазине, когда ее последние деньги ушли на подгузники. Но именно тогда начался путь в новую жизнь, не случайно, а благодаря доброте одного человека, который просто не прошел мимо. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.